Друзья, всем привет! И идем с вами в магазин, покажу вам цену на вещи, на брендовые вещи. Есть такой магазин, называется Winners. Подсказали мне наши друзья, Настя, спасибо, если смотришь это видео. Сейчас поедем туда, покажу вам цены на вещи. Там, в принципе, от носков, заканчивая курточками. Скажу так, это очень классный такой, я бы сказал, это средний уровень цен. То есть это чуть-чуть дороже, чем секонд-хенд, но намного дешевле, чем новое. Сейчас. То есть на самом деле это самый оптимальный уровень. По ценам я имею в виду, потому как в секонде ты покупаешь бэушное, юзанное, иногда ты можешь найти новое, то в этом же магазине все абсолютно вещи, они новые, но они практически все с 50% скидкой. Вот, поэтому, собственно говоря, это и интересно. Вот, я вам сейчас покажу, какие бренды, что почем стоит, и вы сможете самостоятельно сравнить, посмотреть цены, сравнить цены, то, где вы на данный момент живете, либо же примерно прицениться, если вы планируете переехать в Канаду, вы поймете, что сколько стоит. В общем, поехали, садимся в машину и через буквально секунду уже окажемся на месте. Все, поехали, друзья. Вот это мужской ряд. Вот так вот выглядит магазин. Слева мужской ряд. И заметьте, у нас как всегда, вот этот ряд и все. А все остальное, весь магазин, это все женское. Какая-то дискриминация немножко. Вот такие вот худики. В общем, в чем смысл? Смотрите, здесь на одежде всегда есть оригинальная бирка. То, почем она продавалась в официальном магазине. Вот смотрите, она продалась за $79. Есть бирка магазина, который на данный момент ее продает. Видите, он продает ее на данный момент за 50. И так, в принципе, на каждой практически вещи брендовой. То есть вот, я не знаю, найдем футболку где-то видео, допустим, Guess. Вот, да, допустим, Guess. На ней два ценника. $44 она стоила, они ее продают за 19. Ну, это обычная футболка Guess. И вот так вот на каждой. Вот тоже у нас футболка Guess. $44 в магазине стоила, здесь стоит 20. Вот. По брендам здесь есть. Сейчас буду искать, и я вам буду показывать, что здесь есть. Так, вот небольшую разновидность увидел. Получается, смотрите, вот Кельвин 29 стоил 49. Потом вот такая вот жилетка вансовская. Стоимость ее была 80, продают за 40, за 39. Дальше у нас идет Михаэль Корс, $39. Я думаю, она в районе там 70-80 стоила дизель. Футболочка. Очень много на самом деле есть вот фирм, которые я не знаю. Возможно, они популярны, возможно, это просто стоковый какой-то маркет. Не знаю. Томми Бахама, тоже я не знаю, что это за бренд. Это я не знаю. Есть футболочка вот такая Коламбия. В общем, то, что я замечаю, здесь очень много Коламбии, здесь очень много Рибука, здесь очень много Адидаса, Кельвин Кляйна очень много и Гэса очень много. Вот. Да, вот мы можем на самом деле любую, вот видите, Кельвин Кляйна реально очень-очень много. Есть, естественно, как я уже сказал, другие фирмы, но, ну, вот, допустим, вот Наутика, я не знаю, что это фирма. Лоурен тоже. Вот какой-то All Wood. Смотрим, я не знаю, сколько он стоит. 42 стоял. И тут стоит он 16. Давайте перейдем на ветровки, может быть, на кофты, на худи пойдем. Очень много еще, кстати, Ральф Лоурена Поло. Очень много, на самом деле, его футболок и ветровок и вообще всего-всего. Также там есть и кепки Ральф Лоурен. В общем, я его тоже здесь замечаю очень
часто, очень много. Вот этот бренд, кто знает, скажите мне. Я вижу в первый раз, выглядит худик вот так вот. Но он на самом деле дорогой. Типа, я не знаю, сколько он стоит. Стоит он 35, а до этого 70. Он здесь попадается, и футболки, и худики, но я не знаю, что это за бренд. Вот. К сожалению, бренд, который мне нравится, который я люблю. Вот еще Поло. Вот Поло очень много на самом деле. Как я уже сказал, вот смотрите, он стоил 70. Сейчас продают за 29. Вот. Кажется, как будто все цены ниже 20 нет, но на самом деле можно найти и футболки, и кофты в районе 15, около 20 долларов тоже. Вот, то есть это все реально. Просто нужно смотреть повнимательней. Да, как вот Levi's, посмотрим, 50 долларов. До этого он стоил, я думаю, 100 с чем-то. Цены нету. Ну, я знаю, что они стоят 100 с чем-то. Такая вот джинсовка. Guess стоит 40, ну, стоил 80, скорее всего. Да, 98 даже. Вот цена. Стоил 98, сейчас стоит 39. Кельвин 50. ДКН. И честно, я не знаю. Ну, я знаю, что это известная вроде как фирма, но я не знаю ее. Вот, я не фанатею. Вот ветровка Guess вот такая вот. Что у нас было? Было 118. Ну, она в районе 60-70 будет стоить. Да, 60. Вот, то есть получается фишка такая, что они практически на все дают 50% ниже прайс у них от, скажем так, от цены, которая была в магазине. Вот такая вот кофта вансовская, 29, свитер. Кельвин Guess. Это, кстати, красивая очень. Такая аккуратная, белая. Смотрите. Такой свитер. Сейчас я, кстати, сделаю. Я думаю, вам так будет поудобнее смотреть. 39 долларов. Очень такой нежный, приятный свитер. Вот. Сзади вот так вот идет. Сейчас потом позже повешу. Кстати, да, так, по-моему, вам получше будет видно, потому что камера слишком приближает. Грукс, Кастл. Джинсы нет, не Levi's. Вот это мне еще понравилось в прошлый раз. Это вансовская такая кофта теплая. Она 49 долларов на самом деле. Цена хорошая, потому что я свою в Колумбию точно такую же покупал в Колумбии за 50. То есть цена одинаковая. До этого она стоила 135. То есть цена на самом деле очень хорошая. И еще то, что я бы отметил здесь, это то, что видите на тремпелях. Пишется сразу размер М. Вы видите L либо M. Это очень удобно искать. И у них все промаркированы. То есть это XL, L. И вот видите, что здесь XL, XXL. Все это очень удобно. Сейчас пойдем дальше с вами что-то посмотрим. Так, ветровки. Ветровки мне попалась такая вот New Balance. Вот такая вот дальше у нас идет тоже она New Balance. Цена она не в районе 50. Это, не знаю, Only Sans. Это у нас Columbia. Она, по-моему, 50. Да, 49. Вот такая вот ветровка. Дальше у нас, это я не знаю, Geographic Norway. Какая-то. 69 долларов. Капец, сколько же она стоила до этого. Не знаю, очень дорого. Дальше вот такая вот New Balance. Она тоже, по-моему, в районе. Да, тоже 49 она до этого. Должна стоить было 100 с чем-то. Не видно, не знаю. Такая вот тоже New Balance. Дальше у нас вот такая Columbia. Тоже цена примерно такая же будет, около 50, да, 59. Что у нас? Конгол какой-то, не знаю вообще, что это. В магазине, ну, тут будет стоить около 100, скорее всего. Да, на 99. Вот такая вот. Что у нас? Это дальше Columbia. Цена 79. Стоила... Не написано, сколько стоило. Columbia. Zara. Опа, Zara есть даже. Ничего себе, представляете, такая ветровочка Zara. Всем нам знакомая. Давайте найдем цену. Очень интересно. Сейчас 39 долларов. Вот такая вот Zara ветровка. Так, это Levi's ветровка. Кстати, хорошая. Давайте посмотрим. 160 стоила новая. И угадаем цену. 69.
стоит на данный момент. Вот такая вот. О, Under Armour. Посмотрите на эту красоту. Ну, дорогая, да, стоила 170. Сейчас стоит 79. Но очень красивая. Для фанатов Under Armour вообще прям песня. Это, я не знаю, опять Norway, New Balance, Norway, Columbia, Levi's. О, кожанка с 80-х, ребята. Кто любит стиль, кто любит моду, пожалуйста, врывайтесь. Вот. В общем, по фирме вы поняли, да? То есть по накидкам, по ветровкам, видите, здесь в основном Columbia, New Balance, Kango, вот это вот, не знаю, что это, ребята. Кто знает, напишите в комментах. Честно, первый раз вижу ее. 49. Вот такая ванцевская мы уже с вами смотрели. Это непонятно что. Это пожар. Пожар. Если кому нужно, пожалуйста, пожар в вашем распоряжении. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Мне даже интересно. Почему у нас пожар? Пожар 129, ребята. Я думаю, название полностью сочетается с ценой. Вот. В общем, о, прикольная такая вот, зелененькая, красивая. Тоже Vans. В общем, они повторяются, естественно. Пойдемте посмотрим по кепкам. Кепки Adidas, Polo и Reebok. Вот. Давайте так покажу вам. Вот. Очень много. По 12 они стоят, 25. Сколько это? Не знаю, не вижу. 24. Это непонятный бренд. 12. 12, 19. И вот у Пола тоже по 29. Вот, но из этого всего, в чем обидно мне, то, что здесь нет моего любимого бренда. То есть не он бывает, но очень-очень в маленьких количествах это Nike. То есть Nike вообще практически нет. Носки, опять-таки по носкам тоже можно сказать, какой тут бренд распространен. То есть это Adidas, New Balance. Что у нас еще? Reebok есть, Puma есть. Ну и вроде все. Вот это Hit, я не знаю, что это. Polo, Gap, Levi's есть. И, кстати, еще один ряд интересный вот с ремнями. Смотрите, мне это напомнило, кто знает, в Харькове Барбашова. Когда вы приходите на Барбашова, когда я приходил на ремень, тебе открывают такую просто шифонер такой, висит из ремней, и они все китайские. А здесь ты приходишь такой, опа, Ральф Лоурен, сколько стоит? Перевернул $34. Настоящая кожа, ребята. Просто вот взял один раз и на всю жизнь, еще сыновьям хватит. Вот это мне нравится. То есть он доступный. Вот Calvin Klein джинс. Сколько стоит? $24. Купил, накинул себе на джинсы и носишь. $20 Hellfinger. Вообще дешман. И Nike. Видели когда-нибудь ремень Nike? Теперь вы видели его. Смотрите, какой красивый. 24,99. Я не знаю, тут еще какой-то нарисованный какой-то G-Flex. В общем, прикольный. Кошельки. Кошелек Timberland. Сколько стоит? По-моему, цена 24,99. Что тут еще по брендам? Swish Gear. Это, по-моему, швейцарский. Сейчас скажу цену, если найду. Вижу 19,99. Doc. Calvin Klein. Calvin Klein почем 25. Timberland опять, я думаю, тоже 25. Да, 25. Calvin Klein опять 25. Timberland. Doc. Это не знаю что. Swish Gear опять. Columbia, кстати, вот. Такие вот. Тоже он, по-моему, 19,99 стоит вот такой кошелек. Натуральная реально кожа. Можете послушать звук, услышать. Вот. Поэтому, если кто-то мечтал давно о хорошем, качественном кошельке, то вы можете себе позволить и купить здесь. Носочки, трусики. Вот это тоже интересный момент, ребята. По трусикам. Где они? Вот они. Вот это вот все. Трусы. То есть захотели Levi's трусики, взяли. По-моему, $19 стоит упаковка, 3 штуки. Да, 19,99. Купили себе и носите.
New Balance, Polo, опять-таки Levi's, Calvin Klein. Хотели вы себе оригинальные Calvin Klein трусики, чтобы ходить самым модными, девочки всегда видели, что на вас одето. 24,99, пожалуйста, они будут вашими. На самом деле, хочу сказать, что на Барабашова хорошие нормальные трусы, насколько я помню, реально всегда стоили вот упаковка вот такая гривен 350-400, и это были типа а-ля закосы под оригинал. На самом деле 300-400 гривен, это уже на тот момент было $15. Тут ты себе покупаешь оригинал за 20. А у нас как бы на барике а-ля подделки продавали по 15 баксов. Вот Nike за 30. Ой. И еще то, что мне понравилось, здесь есть вот такие вот футболки базовые. Это вот Polo $34. Вот такие вот футболочки Levi's. Вот такие вот. Упаковка стоит $20. 3 футболки. И цвет выбираешь себе сам. Они такие базовые. Ну, знаете, во-первых, или дома ходить прикольно, или просто, не знаю, просто если вам нужна база под что-то пододеть, они очень прикольные. Вот. Ну и на самом деле наш ряд по одежде он закончился. Начинался там. И здесь осталось, получается, как вы видите, стулья, столы, фурнитура и так далее. Все для дома. В общем, вот этот весь ряд, он весь для дома. Вот тот и вот тот. Там еще он детский есть отдел, есть женский отдел. Еще то, что мне нравится, вот мне понравился вот такой вот набор футболок, да. И я не знаю свой размер, то есть в основном иногда у меня размер L, иногда у меня размер M. И я подошел на кассу, спросил, могу ли я открыть запакованную коробку, померять футболку, и если она мне подойдет, я их заберу. И мне сказали, да, они мне самостоятельно открыли. То есть я пришел в примерочную, сейчас буду мерить. Если же мне размер будет большой, я могу либо от него отказаться, либо же просто взять себе на размер меньше и уже быть уверен, что они мне подойдут. То есть вот такой вот момент. Насколько я помню, в Украине тебе запакованную коробку, ну, в редком случае разрешали открыть в магазине, чтобы ты померил. В основном, типа, вот если она запакована, ты должен ее взять и, мол, подойдет, не подойдет. То есть вернуть очень тяжело, мне кажется. Все равно там как бы какие-то разбирательства, там что-то типа, одни магазины могут вернуть запечатанную коробку, другие скажут, что, мол, нет. Здесь же все легко и просто. Пришел, открыл, померил, не понравилось, не взял. И, кстати, по поводу возвратов точно так же. Если ты хочешь что-то вернуть, вообще без вопросов все возвращают. Будем мерить. Опять-таки, друзья, я рассказал и показал вам вещи с мужского отдела. Естественно, на женском отделе, я думаю, в 2 раза больше брендов, в 2 раза больше разновидностей, всего-всего-всего. Поэтому, если вам интересно именно посмотреть вещи именно женских отделов, то вариант только, если вам сюда прийти и посмотреть его, если вы находитесь в Канаде, либо, наверное, скорее всего, на сайт зайти и посмотреть, почем вещи стоят на вас. Потому что, не знаю, вот моя жена меряет такую кофточку Vans. Ей нравится, потому что у нее нет такой мягенькой, допустим, как вот у меня есть. И она тоже себе хочет мягенькая. Вот я еще смотрю, у них такие вот пальтишка есть. Calvin Klein. $100 стоило, 200. Такие вот тоже ветровики Columbia. Adidas. Тоже вот ветровики Columbia. И тут очень-очень много всего. То есть тут видите и халаты, и ветровки, и женское белье, и такое. И вот такие халаты. В общем, тут очень много всего. Поэтому все вам не показать. Ну и, естественно, я в этом не разбираюсь. И будет странно, если я буду ходить и показывать вам цены на женское. Поэтому вот так вот. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите комментарии, задавайте вопросы ваши, если вам еще что-то будет интересно. И я вам с радостью на них отвечу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!